Пропагандистов начинают сажать, тихо и без шума, кого кремлевские зрители не увидят больше на экранах. Официального подтверждения нет, но и опровержения тоже. Прорвались ли россияне на Днепропетровщину? Мы во всем разобрались. Украина исчезнет из текста НАТО. Саммит в Гааге короткий как ультиматум. Что за всем этим скрывается? В России пытаются замять потери стратегической авиации. Кремль жалуется, как в песочнице, а как на самом деле? Центральные регионы на пороге экологической катастрофы. Корабли с важным грузом тонут уже прямо в России. Узбекистан выставляет ультиматум, Иран угрожает США обстрелом. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россияне зашли на территорию Днепропетровской области. Об этом пока неофициально говорят украинские военные. Россия же считает, что зашла в область уже даже на 2 участках. Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области. Вместе с тем официально в силах обороны Украины эту информацию не то чтобы сильно опровергали, но и не подтверждают. Противнику для того, щоб зайти в Дніпропетровську область, необхідно взяти такі населені пункти, як Вільне поле, Зелене поле, Новосілку. І там вже буквально тижнів 3-4 ворог не має жодних успіхів. Він намагається взяти одну, другу траншею, проте Сили оборони України там його знищують. НАТО дает заднюю. Из финального коммюнике исчезли важные заявления. Предательство или ошибка? Ближайший саммит Альянса 24-25 июня в Гааге может стать поворотной точкой. Проект итогового заявления, с которым ознакомился Bloomberg, вызывает шок. Украины в нем почти нет. Вместо обещаний помощи сухие цифры по военным расходам. Документ уместился на 1 страницу. Для сравнения, в прошлом году была целая брошюра с обещаниями поддержки Киева и ясным курсом на будущее. Теперь тишина. Похоже, фокус сместился. Альянс готовится к новой гонке вооружений. Члены НАТО обсуждают резкий рост оборонных трат до 3,5% ВВП. Это почти вдвое больше текущей планки. Плюс еще 1,5% на защиту границ, инфраструктуры и подготовку мирных граждан к кризисам. Намек ясен, мирных дней не будет. Но где в этом всем место для Украины? Самое громкое исчезновение. Нет ни слова о членстве Украины в НАТО, даже намеков. Исчезло и прошлогоднее обещание помогать Киеву на $40 миллиардов в год. Тогда генсек НАТО предлагал выделить 100 миллиардов евро на 5 лет. Потом сбавил до 40 в год. А теперь просто исчез, словно и не было. Параллельно провалился и аналогичный план Евросоюза. Пакет помощи Украине на 40 миллиардов евро заблокировали Италия, Франция, Испания и Португалия. Европа больше не едина по украинскому вопросу. Звоночек тревожный. Еще один важный момент. Россия в проекте заявлений названа угрозой. Это удалось продавить. Но вот слово «агрессор» вычеркнуто, как и формулировка про захватническую войну. Российские мстители теперь заявляют, что мстить на самом деле нет причин. Замглавы российского МИДа говорит, что потери, мол, преувеличены, а разбомбленные Ту-95 и Ту-22 — это не страшно, жить можно. Мол, всего-то 30% вывели из строя. Ну а что такого? Не половина же, правда? Вот только для армии, которая с пафосом называет себя второй в мире, 30% стратегических носителей ядерного оружия — это уже катастрофа. Это как если бы у США вдруг вырубилась треть ядерных подлодок, и Пентагон сказал бы: ну, бывает, зато 2/3 еще целы. Поговорили об этом с российским правозащитником, юристом Марком Фейгиным. Это обычное поведение в этих условиях российской стороны, России, постпутинской России и так далее. Отчасти советская практика была такая, что там больше молчания. Они могли себе позволить просто молчать и ничего не говорить вообще, что бы ни происходило. Но сейчас, в 21 веке, это очень сложно, с учетом наличия информационного обмена большого, наличия интернета. Ты не можешь замолчать, когда у тебя почти 40 самолетов
собственно говоря, уничтожены. Если они признают, что ущерб велик, вот действительно скажут, как оно на самом деле, 40 самолетов, это действительно большой урон для стратегической авиации, для бомбардировщиков этого типа, ну, это будет проявлением слабости, как им представляется, слабости. А они ни при каких обстоятельствах не должны эту слабость показать. Правда, после этого зам Лаврова сделал обтекаемое заявление о том, что было бы неплохо вывести натовский контингент из Восточной Европы в принципе, но это уже детали из другой истории болезни. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Громкий приговор в Эстонии гражданку страны Светлану Бурцеву, связанную с кремлевским холдингом «Россия сегодня», приговорили к 6 годам тюрьмы. Обвинения – госизмена и нарушение санкций, то есть шпионаж в интересах России и работа на враждебную пропаганду. И это не просто административка, это полноценный уголовный приговор по одной из самых тяжелых статей. Но это еще не все. Следствие утверждает, что Бурцева контактировала с офицером запаса ФСБ Романом Ромачевым. Он возглавляет частную разведкомпанию «Артех». В Эстонии ее считают инструментом гибридной войны. Именно в рамках этой связи Бурцева якобы написала книгу «Гибридная война за мир». Суд расценил ее как информационное оружие, мол, текст подрывает доверие к эстонским властям и раскачивает ситуацию в обществе. Книга рекламировалась как написанная в Эстонии, поскольку работу опубликовали от имени живущего в Эстонии политолога Элбы Света. На самом деле был псевдоним Бурцевой. Содержание книги принижает Эстонскую республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской республики и ее институтов. Еще она писала статьи для Balt News и «Спутник Эстония», изданий, напрямую связанных с российской пропагандой, и лично с Дмитрием Киселевым, который уже давно под санкциями Евросоюза. Суд решил, такая работа – это уже удар по безопасности Эстонии. Американский миллиардер снова меняет мнение. Илон Маск извиняется перед Трампом. Без, говорит, попутал. Это не точная цитата, но близкая к смыслу. Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Я перегнул палку. Но он не единственный, кто в этом конфликте меняет свое мнение со скоростью ветра. Его оппонент, президент США, тоже отказался от своих слов о том, что Маск наркоман. Говорит, я не знаю, принимал ли он наркотики в Белом доме. Ближний Восток на пороховой бочке. Иран угрожает США прямым ударом по военным базам. Взорвутся ли переговоры? Жесткий ультиматум из Тегерана. Министр обороны Ирана открыто пригрозил, если ядерные переговоры с США провалятся, полетят ракеты. И не куда-нибудь, а прямо по американским военным базам в регионе. Все они в зоне досягаемости, говорит он. Это не просто громкие слова. Иран давно наращивает арсенал ракет средней дальности и активно тестирует новые системы. Заявление прозвучало за несколько дней до ключевого 6-го раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, и атмосфера уже напряжена до предела. Переговоры с самого начала идут тяжело. США требуют нового соглашения, Иран отмены санкций и признания права на обогащение урана на своей территории. Важнейшее голосование завершилось. Польский Сейм сказал свое слово и фактически ответил на вопрос о доверии действующему премьеру. Сейм проголосовал за продолжение работы правительства, решил ничего не менять, но битва была ожесточенной. Чтобы выразить вотум доверия Совету Министров, поднимите руку и нажмите кнопку. Кто против, кто воздерживается. Спасибо. Проголосовали 453 депутата. За предложение проголосовали 243, против 210. Воздержавшихся нет. Я объявляю, что Сейм Республики Польша выразил доверие Совету Министров. Теперь правительство получило карт-бланш и продолжит управлять парламентско-президентской республикой. Как минимум на год они получают иммунитет. Отношения между Москвой и Ташкентом трещат по швам. Узбекистан официально обвинил российские власти в грубом обращении с его гражданами. Речь не о разовых инцидентах, а о систематических, несанкционированных проверках, унижениях и даже насилии. Министерство иностранных дел Узбекистана вызвало российских дипломатов и потребовало объяснений. И это уже не первый случай. Мы обратили внимание на то, что такие случаи не соответствуют дружественным отношениям между нашими странами, что необходимы конкретные меры по их предотвращению.
Действительно, это не первый сигнал тревоги. В мае узбекский МИД уже вызывал российского посла из-за грубых облав на мигрантов в Федерации. В апреле аналогичная нота была направлена по поводу рейда в банном комплексе, где силовики схватили десятки иностранцев. Таджикистан тоже бьет тревогу. Все чаще его граждан высылают из России без объяснений под предлогом угрозы безопасности. Серия глухих взрывов, авария, дыра в борту, дизельная катастрофа в сердце России, дефицитное топливо в прямом смысле льется рекой. Вот так вот. Вот утонул. На Енисее экологическое ЧП. Теплоход с баржами получил пробоину и вылил в реку около 30 тонн дизеля. Разлив растянулся на 30 километров. По данным Краевого центра мониторинга, в пробах воды, которые были отобраны вчера государственными инспекторами министерства и специалистами лаборатории, в месте аварии и ниже по течению обнаружены превышения по нефтепродуктам от 14 до 40 раз. Виновник уже под следствием, но нефтяное пятно угрожает судоходству и питьевой воде. Власти предупреждают местных жителей из реки не пить. Странно, что их надо об этом просить. Над потопленным судном боновое заграждение, но топливо продолжает стекать в центральное русло. Уголовные дела открыты, виновным грозят реальные сроки, но последствия уже здесь. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.